Приветствую вас на своем канале «Брак в Дании». Сегодня речь пойдет не о браке, а об экзамене по немецкому языку на уровень B1. Я уже сдала этот экзамен, вот мой сертификат, картинка отдельно прикреплю. Сразу скажу, я сдавала осенью 2022 года, мой результат 98 баллов из 100. И сразу, когда меня спрашивают в Германии, особенно земляки, говоришь ли ты по-немецки или знаешь ли ты немецкий, я отвечаю: B1 сдала, по-немецки не говорю. И это, к сожалению, правда. И у большинства людей наличие сертификата не показывает свободное владением языком. Поэтому сдать экзамен гораздо проще, чем на самом деле научиться общаться с местным населением на немецком. Поэтому это две большие разницы. И сегодня мы говорим только о сдаче экзамена. Зачем его сдавать, кому сдавать, в какие сроки сдавать, как записаться, сколько стоит, как готовиться и, конечно же, лайфхаки. Значит, первое, начнем с того, что я сдавала экзамен на уровень А1 в России еще до того, как мы организовали свой брак в Дании. Но я знала, что для воссоединения мне нужен будет этот экзамен. Я очень быстро записалась, сдала, самостоятельно подготовилась буквально за 2 недели. Но я учила немецкий в школе, в университете. Конечно, я все забыла, но А1 это детский лепет. Что касается B1, в принципе, у меня нет сейчас срочной необходимости сдавать его. Почему? Потому что, когда вы приезжаете в Германию и получаете вид на жительство, ВНЖ или Aufenthaltstitel, по воссоединению с супругом, у вас уже есть А1, и от вас все отстанут до того момента, когда вы начнете претендовать на ПМЖ, постоянное место жительства, либо гражданство. И вот в этих двух случаях, ПМЖ и гражданство, вам необходим сертификат о языке на уровне B1. Также вам нужно сдать Einbürgerungstest или Leben in Deutschland, но это уже в другом видео. Итак, я начала готовиться к экзамену, вернее, для начала я хотела подтянуть свой уровень от А1, но на самом деле это было уже где-то А2, с репетитором. Я нашла русскоговорящего репетитора из России, онлайн в Zoom мы занимались 2 раза в неделю с мая 2022. В сентябре я поняла, что я, в принципе, морально и ментально готова к тому, чтобы сдать экзамен, а почему бы и нет? Потому что если я буду ждать еще 2, 3, 4 года, пока у меня подойдет срок на получение ПМЖ, я, скорее всего, вообще все забуду. Поэтому нужно сдавать по горячим следам. Значит, в сентябре я начала лихорадочно искать школы у нас в районе. Мы живем в Эссен, НРВ, в которые можно было бы записаться побыстрее, сдать экзамен. Ну, естественно, это бюрократия Германии, побыстрее здесь не получится. В сентябре мы обзвонили школы, ближайшие даты на экзамен были январь-февраль 23. Я немножечко офигела. И кое-как мы нашли одну школу, у которой было последнее место на экзамен свободно на конец октября. И я сдавала 28 октября, то есть от момента, как я записалась, до момента экзамена у меня был ровно 1 месяц, чтобы прям вот в режиме нон-стоп готовиться к нему. И это круто, когда вы себе прям четко ставите срок, у вас нет шансов прокрастинировать, лежать на диване, плевать в потолок, вы хотите или нет, начнете резко готовиться к экзамену. Итак, экзамен стоил 140 евро. К сожалению, в этой школе, InLingua она называлась, принимали только наличную оплату. То есть мне пришлось лично с документами, с паспортом, Aufenthaltstitelем ехать туда, записываться, оплачивать. И, по-моему, это уже был экзамен на говорение, потому что я ездила одна, без мужа, и мне нужно было все вот это разрулить на немецком. По-английски они, к сожалению, не разговаривают, либо делают вид, что не говорят. В общем, я оплатила, записалась и за месяц подготовилась. Итак, что мы делали, я и мы с репетитором? Первое, конечно, когда мы начали заниматься в мае 22-го, мы решили, что мне нужно набрать базу лексики и грамматики. Как это сделать? Я вам сейчас покажу учебники, по которым я занималась, и под видео оставляю ссылки на свой Google Диск, куда я прикрепила все эти же учебники в электронном виде. Там все есть. Просто бесплатно качайте и пользуйтесь на здоровье. Итак, я нашла в интернете чисто случайно учебник, посмотрела его и выписала на каком-то сайте поддержанных учебников, по-моему, называется Modis, вот такую вот книжечку. Здесь написано, что это уровень... Где тут вообще написано? Deutsch als zweite Sprache плюс пункт Deutsch. Это уровень А2. Вообще учебник и рабочая тетрадь. Я не скажу, что я в восторге. На самом деле здесь хорошо набирается лексика, потому что все такое цветастое, красивое.
То есть много всяких разных заданий на диалоги, на письмо, на говорение, обсуждение. Но вот именно грамматических упражнений здесь практически нет. То есть вот грамматику по этому учебнику, ну, вряд ли вы выучите и подтянете. Здесь даются какие-то такие рывками темы, но это все ерунда. Советую просто. Это лучшая книжка, не только по моему мнению, но и по мнению всех понаехавших, которые готовились к B1 или даже выше. Посмотрите, здесь написано от А1 до B1. Это грамматика, грамматика актив. Она идет со всякими онлайн-ресурсами, типа аудио и все прочее. То есть здесь нет диска, слава богу, потому что мне даже некуда его втыкнуть. Чудесная книжка с картинками, с аудио, с кучей заданий, не только на грамматику, но и на говорение. Также здесь очень хорошая лексика, разговорные такие примерчики. И здесь просто вся грамматика немецкого языка. От самого простейшего до уже уровня B1. То есть вот эту книжку просто must have. Вы должны скачать по ссылке и прям штудировать. Если купите живьем, еще лучше. Конечно, в конце есть ключи, вы можете сами себя проверять. Вот. Итак, это значит, вы набираетесь уровня А2 лексику. Это вы тренируете до B1 грамматику. Далее, так как экзамен состоит из 4 частей, то есть начинается все с аудирования. Аудирование очень легкое, вообще не B1. Ну, как по мне, так это примерно А2 максимум. Очень легкие задания. Единственное, все эти задания не повторяются. То есть прослушивание один раз. Вот что услышали, то и записали. Естественно, все в виде тестов. А, Б, С, Д выбрали и все. Далее, вторая часть экзамена – это чтение. Там есть разные текстики такие, простенькие, типа там соотнести товар и магазин, прочитать объявление какое-то и выбрать информацию. Чтение уже немножко посложнее, потому что в этих текстах очень часто встречаются такие слова, которые вы, скорее всего, еще даже не учили и никак в глаза не видели. Не пугайтесь, там все по контексту понятно. Следующая часть – это письмо. И вот как раз к письму я купила вот такую книжку. Тоже не могу сказать, что она супер, просто дупер. Значит, здесь письмо и говорение. Briefe schreiben und Bilder beschreiben. А2, Б1. По части писем я ее не советую. Здесь очень маленькие письма. Вначале, конечно, есть шпаргалки, как должно быть оформлено письмо, типа там ZRGR и всякое такое. Это да, это можно взять, чтобы просто выучить шаблон, как должно выглядеть письмо. Но сами примеры писем, вот давайте, допустим, открою, задание экзаменационное и вот такое маленькое письмецо. Но этих слов недостаточно, у вас должно быть 140 слов на экзамене. Здесь 140 слов нет. То есть это не B1, это А1, максимум А2. И здесь же в этой книжке, вот у меня даже закладка сохранилась, есть шаблоны и примеры, как описывать картинки. Но это уже следующая часть, 4-е говорение. То есть вы сдали 3 блока. Аудирование, чтение, письмо. Сдали все бумажки и ушли гулять, пить кофе. Дальше перерыв, вы опять все собираетесь, вас разбивают по парам. И в этих парах вы дожидаетесь своего времени, потому что народу много. Я так вообще к 6 вечера только добралась до говорения, я устала ужасно. В парах вы уже занимаетесь всеми этими частями, там 3 части говорения уже наедине с экзаменатором. Экзаменаторы сидят, отмечают в своих табличках какие-то ошибки, баллы, комментарии. Они вам, конечно, ничего не скажут, улыбнутся, чус-аде, а дальше вы уже все узнаете из своего сертификата. Возвращаемся к говорению. Оно состоит из 3 частей. Первая – это самопрезентация. Это текст, который вы должны составить сами или с репетитором, или взять шаблон в интернете или в книжках, это вообще без проблем. Составить презентацию о себе, то есть кто вы, как вас зовут и так далее. У вас, в принципе, этот план уже написан в листке с заданием. Ничего сложного, выучили, вызубрили этот текст, он стандартный, по нему могут задать какой-то один вопрос по теме. Например, вы сказали, я люблю готовить, там, какое ваше любимое блюдо, или я люблю путешествовать, в каких странах вы были. То есть будьте морально готовы, что они могут зацепиться за любую информацию из вашей самопрезентации и задать наводящий вопрос, на который вы должны адекватно ответить. Не расползаясь там на 200 слов в минуту, краткий вопрос, краткий ответ, все. Следующее – это описание картинки. Вот это описание картинки как раз я зубрила просто по этой книжке. Смотрите, здесь есть вот такая табличка с фразами. Вы выбираете какую-то одну из каждого блока, которую вам легче запомнить. Все, вы изубрили парочку фраз, шаблон себе составили, и по этому шаблону описываете любую картинку. Конечно, чтобы описать картинку, вам ее дают на экзамене,
У вас должен быть запас и грамматики, и словарный запас. Это самое сложное, как мне кажется, то есть это настолько спонтанная, неподготовленная речь, если вы ничего не знаете, вы ничего не скажете. Но вы должны придерживаться плана, он абсолютно четкий. Это Германия, здесь все по полочкам. И третья часть говорения – это диалог со своим собеседником. То есть вам выдают тему диалога и пункты. То есть вы должны приблизительно 5 вопросов задать и на 5 вопросов ответить. Но это различные темы, на которые вы опять же можете подготовить все свои стандартные фразы. Типа как пригласить там друг друга в кино, организовать пикник, поздравить там одноклассника с днем рождения, купить что-то, решить какую-то проблему, помочь другу переехать. Это все тоже есть во всех учебниках в свободном доступе, без проблем. Вызубрите все эти шаблонные фразы и используйте. Что я советую от себя и что мне точно помогло? Я заказала и купила книжку. Она же есть по ссылкам, качайте. Именно книжка для подготовки к экзамену. То есть здесь собраны несколько типовых тестов с полными разборами, ответами и комментариями. Я вам советую начинать именно с нее. То есть так же, как ваш экзамен, сертификат называется Deutsch Test für Zuwanderer A2 B1, точно так же называется книжка. Ее издает это же издательство TELC, то есть институт, который организует этот экзамен. Значит, здесь вы можете видеть уже, как будет выглядеть тест. Вы уже набьете руку, пока прорешаете. Не думайте, что она такая толстая, здесь куча тестов. Нет, здесь просто очень много комментариев и воды. Их здесь всего, по-моему, 4 или 5. 4 теста. В конце книжки, кстати, есть очень хорошие задания на словарный запас. Очень хорошее задание. Здесь такие сложные слова, я вам советую их поделать. И также на грамматику по темам прям поделено. Делаете грамматику. Вот на одну тему разворот заданий. Очень хорошая книжка. Без нее вряд ли вы сможете успешно сдать экзамен. Только если ваш уровень там C1, конечно, без проблем вы сдадите B1. Но если вы, как я, еле-еле душа в теле, то вот ее обязательно качать и всю решать, всю от корки до корки. Теперь лайфхаки. Первое, что нужно сделать, прорешать типовые тесты именно этого экзамена и быть морально готовым к тому, что от вас требуют и какие баллы вы должны набрать. Так как тест идет уровня А2-Б1, соответственно, исходя из ваших баллов, вам дадут сертификат либо уровня А2, либо Б1. Но А2 это вообще нафиг не нужный сертификат. Куда он? Мертвым припарка. На ПМЖ и на гражданство вы должны набрать Б1. Для поступления куда-то на учебу или на работу тоже Б1. То есть А2 это вообще ни о чем. То есть это деньги и время на ветер. Поэтому вы должны себе ставить цель набрать баллы на B1. Сразу скажу, в этой же книжке есть табличка, где расписано, какие баллы за какую часть вы должны набрать, чтобы получить тот или иной уровень языка. Проще говоря, вы должны супер-дупер написать письмо и говорение. Обычно за эти части дают больше всего баллов, и они играют самую важную роль на уровне B1. То есть аудирование чтения это проще пареной репы, но если вы завалили письмо и говорение, B1 вам не видать. У меня был случай на этом экзамене. Меня поставили на говорение в пару с парнем из Узбекистана, он русскоговорящий, он уже 6 лет живет и работает здесь, в немецкой компании, с немцами. Пока у нас не было время потренировать устную часть, я была в шоке, что он свободно говорит по-немецки, а я еле-еле сочиняю предложения, лихорадочно подбирая артикли. Ну, вы все знаете эту тему. И я уже так расстроилась, думаю, блин, я завалю экзамен, я ему говорю, да давай не вали меня на говорение как-то помедленнее, и вообще учитывай, что я кое-как вообще не бельмесом. Он такой, да ладно, все будет хорошо. Но я узнала, что он уже сдавал этот тест, и ему не хватило 1 или 2 баллов до B1, ему дали А2, а ему, ну опять же, нафиг не нужен А2. Я думаю, ну может он письмо завалил, потому что мальчики не любят учить шаблоны, вот это все зубрить, это не про них, у них все экспромтом. И в общем мы заходим на говорение, меня трясет вот так, я думаю, ну все, мне конец. И начинают задавать вопросы, с меня начинают, я самопрезентацию зазубрила, рассказала, он какую-то ересь несет, ни бе, ни ме, растерялся вообще, хотя это самое простейшее задание. Дальше описание картинки, и у него было что-то связанное с врачами больницы, он даже не смог угадать, что это вообще детский врач. Уже там экзаменаторы писали вот такие жирные кресты у себя в бумажках, что все плохо, он даже картинку не угадал. Его остановили, типа, не надо даже описывать эту фигню, потому что начал говорить про киндергартен, а это хаус-арт, ой, киндер-арт. Вот.
И когда дошло дело до диалога, то диалог, в принципе, вела я. Я задавала вопросы, я организовывала там с ним сходить в кино, поесть пиццу, доеду до дома на поезде и так далее. То есть, все вот как с мужем общаюсь, так и с ним. Он еле-еле отвечал простейшими предложениями. Я не знаю, сдал он или нет в этот раз на B1, но я поняла после этого, что, как я сказала в начале, сертификат и владение немецким – это разные истории. Если даже вы спокойно говорите на немецком, еще не факт, что вы сдадите сертификат. То есть экзамен на B1. И наоборот, если у вас есть сертификат B1, как у меня, 98 баллов из 100, это же круто. Да я не говорю по-немецки. Нет. Поэтому не тешьте себя иллюзиями. Нужно учить и то, и то. Готовиться к экзамену отдельно, учиться общаться на немецком отдельно. И последний пункт, почему я выбрала именно сертификат DTZ, такой малоизвестный, а не какой-нибудь Гёте, супер-дупер популярный. Все просто. Потому что в Гёте нет вилки А2, Б1. То есть ты идешь на Б1, не набрала достаточно баллов, пересдача. Единственное, у Гёте есть преимущество, что можно пересдавать части. Например, ты сдала 3 части хорошо, говорение завалило. Ты доплачиваешь за говорение, пересдаешь говорение. Но там в Гёте сертификат мне не нравится письмо, потому что в ДТЦ только неформальное письмо, одно письмо, а в Гёте еще и какое-то там супер-дупер сочинение. И в части говорения у Гёте сертификата есть презентация, то есть надо прям монолог по какой-то ситуации или картинке, прям вообще чуть ли не научную статью подготовить. Для меня это просто кошмар. Я выбрала путь легче. Опять же, мне сертификат B1 нужен не для жизни, не для работы, для получения ПМЖ, для получения гражданства. Есть сертификат, вопросов нет. Зачем рисковать, идти на Гёте, мучиться, готовиться, не знаю как, сдавать сложнейший тест? Не факт, что вообще сдашь с первого раза, но это большой риск, и он еще и дороже. Поэтому выбор за вами. Напоминаю, ссылки на все учебники, о которых шла речь, под видео. Обязательно скачайте. Чтобы сказать спасибо за мои старания, поставьте сердечко. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не потерять мой канал, потому что каждую пятницу выходит новое полезное видео. Удачных вам экзаменов! У вас все получится!